Противоречивые новости приходили сегодня из Южной Кореи. Сначала президент страны объявил о введении военного положения из-за внешних угроз со стороны КНДР и внутренних со стороны оппозиции. Военные взяли контроль над всеми СМИ, была введена строгая цензура всех сообщений прессы. Главой страны был объявлен главнокомандующий армией. Впрочем, позже парламент страны проголосовал за отмену этого военного положения, и президент согласился с решением парламента. Сейчас на прямую связь со студией выходит востоковед Роман Файншмидт. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Ну вот такая вот сенсация неожиданная родилась и умерла буквально в течение одного вечера. Мы все напряженно следили за тем, что происходит в Южной Корее. Военное положение, контроль военных, блокировка национального собрания. Людям не разрешали оттуда выходить. И вдруг потом все вот это вот как-то рассеялось, как дым. Вообще, что это было? Расскажите нам, пожалуйста. Да, на самом деле событие из ряда вон выходящее для 6-й Южнокорейской республики, поскольку, в принципе, в ее истории подобных событий не было. Да, военные положения вводились в предыдущих форматах Южнокорейской республики. Например, последний раз это было в 1980 году, когда подавлялись восстания в городе Кванджу, демократические восстания. Но начиная с конца 80-х годов такого не было. То есть того периода, когда Южная Корея прошла процесс демократизации. Что же случилось сейчас? Вопрос, конечно же, еще открытый, и предстоит очень многое изучить. И я здесь все-таки склоняюсь к той версии, что Юн Сук Йоль пошел на отчаянный шаг, понимая то, что конец его политической карьеры близок, и не исключено, что он ожидал импичмента в скором времени. Почему импичмента? Опять-таки, для своей партии он стал своего рода таким токсичным активом, из-за которого партия как раз теряла популярность и поддержку среди населения. Например, последние данные показывали всего лишь 25% одобрения деятельности президента. Это очень мало. Вот. И опять-таки, если в своей партии не поддержит, то, конечно же, оппозиционная партия, под названием Демократическая партия, и того более активно президента критиковала. И, как мы с вами можем увидеть, она еще в апреле 2024 года смогла закрепиться в парламенте страны. И в таком положении, осознавая то, что политический конец может быть близок, Юн Сук Йоль, скорее всего, решил пойти на крайне отчаянный шаг, который в принципе непостижим уму в реалиях Южной Кореи. Не забываем, Южная Корея – это полноценная демократия, согласно индексу демократии. И решил ввести военное положение, причем под очень странными основаниями. То есть здесь, можно сказать, речь идет об инициативе, своего рода сумасшествии вот одного конкретно взятого человека, попытка, скажем так, вернуть страну в диктатуру просто по своим личным политическим мотивам, правильно я понимаю? Вы хотите это назвать диктатурой? Конечно, согласен, что военное положение ими характеризуется, но я бы все-таки отметил, что это уже шаг отчаяния, поскольку президент действительно потерял популярность. В политической науке это уже называется lame duck или хромая утка. И, конечно же, такое положение, скорее всего, не устраивало. А если мы вспомним с вами политическую историю Южной Кореи, очень многие президенты в этой стране, как правило, заканчивали уголовным сроком. Вот. Видимо, Юн Сук Йоль не смог разобраться с предыдущим президентом, да, Мун Чжэ Ин смог избежать этой участи, и плюс ко всему все это время пытался разобраться с лидером оппозиции Ли Чжэ Мёном, который, как ни странно, вот во время текущих событий, сегодняшних событий, как раз, скорее всего, смог выиграть значительные политические очки. Напомню, да, Юн Сук Йоль пытался лишить его политической карьеры, но из этого ничего не вышло, и, судя по всему, он решил пойти на отчаянные меры, причем объявив возможность вмешательства Северной Кореи и связи с северокорейским государством, что, мягко скажем, звучит крайне странно, поскольку у Северной Кореи нет таких рычагов влияния на южнокорейскую внутреннюю политику. И даже предполагаю, что какие-то представители демократической партии, это оппозиционная партия, могут быть как-то связаны с Северной Кореей,
в высшей мере странно. Да, некоторые из них действительно благоприятно относятся к Северной Корее, считая, что с ней необходимо развивать добрососедские отношения. Вспоминаем с вами политику солнечного тепла при Ким Дэ Джуне еще в начале 2000-х годов, который, кстати, тоже был связан как раз с Демократической партией. Но чтобы непосредственно быть агентом влияния Северной Кореи, здесь предположить такое очень и очень тяжело. Все эти клише звучат как будто из 1960-х, 70-х годов, когда действительно существовала реальность вторжения со стороны Севера. Вот тогда, да, такие клише активно использовались, но те нарративы и те словосочетания, которые использовал Юн Сук Йоль сегодня, они, в принципе, не соотносятся с текущими реалиями. И я бы еще добавил, скорее всего, для населения Южной Кореи они тоже звучат крайне несуразно. Не забываем, Южная Корея, еще раз повторюсь, это полноценная демократия. И население, можно так сказать, политически подковано, понимает, что к чему. И, соответственно, объявление о введении военного положения тут же вытащило скорее всего, сотни тысяч людей на улице, поскольку население помнит еще, что было в 70-80-е годы, и не хочет повторения этих неприятных событий. И мы можем увидеть, что парламент все-таки смог дезавуировать объявление военного положения страны Юн Сук Йоля, причем силами обеих партий, как партии «Сила народа», от которой исходит сам президент, так и демократической, в скобках, оппозиционной партии. То есть это тот момент, на котором вечно воюющие партии смогли между собой договориться. Может быть, это станет основой для улучшения политического климата внутри Южной Кореи. В общем, можно сказать, что Южная Корея, полноценная демократия, прошла вот такую вот проверку, да, на свою демократичность, на свою готовность к подобного рода событиям в течение одного дня. И это, конечно, хорошо. Вы уже отметили, что граждане страны вели себя достаточно активно, никто не был особенно запуган, да, происходящими изменениями. А вот, кстати, интересно, как повели себя силовики в этих необычных обстоятельствах, как они действовали? Давайте начнем с того, что институты Южной Кореи, они достаточно иерархически выстроены, и, соответственно, закон со стороны президента страны, а не забываем, Южная Корея — это президентская республика, он все-таки имеет особое значение. И до, соответственно, объявления о дезавуировании ввода военного положения со стороны президента именно парламентом страны смогло, соответственно, повлиять на поведение и силовиков, и, соответственно, отдельных частей южнокорейской армии. Понятное дело, что в Южной Корее закон есть закон, и если, соответственно, подобный закон был принят, то силовики, как правило, рассматривают необходимость его выполнения, предполагая, что действительно могут быть какие-то серьезные угрозы. Но мы видим, что парламент быстро смог мобилизоваться и, соответственно, опять-таки, легальным способом решить эту проблему. Посмотрим, что будет дальше. Я предполагаю, что в последующий период пойдет процесс импичмента президента Юн Сук Йоля и, соответственно, уголовное разбирательство в отношении него. По крайней мере, это будет вполне логично. Большое спасибо вам, Роман. Роман Файшмидт, востоковед, был на прямой связи с нашей студией. Спасибо за ваш рассказ. А вот в Грузии